Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как использовать Event Track в секвенсоре для использования в ваших катсценах и синематиках в Unreal Engine 5.6. На экране вы видите результат работы Event Track. Если открыть секвенцию, вы увидите, что здесь практически ничего нет, кроме двух акторов, и у каждого из них вызывается всего одно единственное событие. Давайте попробуем создать с нуля секвенцию и настроить ее. Давайте я создам новую папку и будем работать в ней. Назовем ее Event Track. Новый. Создаем любую секвенцию, даем ей любое название, например, Event Track. Давайте тест назовем. И открываем ее. У нас открывается окно работы с секвенсором. По умолчанию в нем ничего нет. И, как обычно, вы можете добавить сюда любых акторов, либо существующих на сцене, либо выбрав из контент-браузера и нажав кнопку Selection from Content Browser. У меня подготовлены два блупринта, персонажей и определенные события в них. Во-первых, есть персонаж, который проигрывает аним-монтаж и спаунит частицы Ниагара. И получается такой взрыв и анимация урона от взрыва. Давайте мы перетащим этого актора на сцену и добавим его в секвенцию. Для того, чтобы анимация у вас не ломалась, если вам не нужен Ctrl-D, его можно удалить. Вы можете нажимать клавишу G для включения и выключения режима игрового представления, чтобы скрывать иконки, гизмо и так далее. Теперь, как вызвать определенные события в вашем секвенсоре? Вы можете выбрать любого актора, нажать у него плюс и выбрать Event Trigger либо Repeater. Триггер вызывает одиночные события, Repeater выполняется постоянно, своего рода аналог ивентика. К примеру, можно нажать триггер, и теперь на таймлайне можно выбрать нужный вам момент и нажать Add New Key. Появляется вот такой вот ключ, вы увидите его. Если вы два раза нажмете на этот ключ, у вас откроется окно редактора секвенции и создаться определенное событие, которое будет вызываться в этот момент. Как видите, у события есть выходной параметр, ссылка на blueprint, который его вызвал. Это ссылка на этого актора, то есть вы можете вызвать у него абсолютно любое событие, которое у него здесь заложено в blueprint. То есть можно вызвать у него событие power, к примеру, компилировать. И теперь, если мы запустим, мы видим, что ничего не происходит, потому что, давайте сейчас мы настроим, во-первых, длину, чтобы секвенция была не такой уже длинной. Давайте поставим ей 1 секунду. И теперь давайте запустим симуляцию. И мы видим, что наш эффект проигрывается. У нас спаунится частица Ниагара и проигрывается анимация получения урона. Почему этого не происходит, если не запустить игру? Дело в том, что здесь используется ссылка на объект. То есть этот объект, актор, должен быть заспаунен, а это происходит только тогда, когда мы включаем симуляцию, либо когда мы запускаем игру. То есть если этого актора не существует, то, соответственно, и не может вызваться у него это событие. Можно сделать его processable, точнее spawnable. И запускаем симуляцию. И вот так вот работает Event Track. Обратите внимание, что у каждого события всегда есть выходной пин на родителя, который вызвал это событие, и эту ссылку этот параметр можно использовать, записав его в переменную и обращаясь уже из других событий. К примеру, можно сначала записать его в переменную, то есть визуально ничего не произойдет, но при старте этой секвенции этот персонаж будет записываться в переменную, и впоследствии можно вызвать его из любого другого места. К примеру, можно создать другого актора. Давайте теперь вытащим бота. У него
тут есть тоже подготовленная логика, но она вся сводится к тому, чтобы просто проигрывать анимацию выстрела, точнее звуки выстрела и так далее. Давайте мы тоже его вытащим в секвенцию, добавим. Я его выделил в контент-браузере. Нажимаем Add, Selection from Content Browser. Вот он у нас заспавнился. Ему точно так же можно создать event track. Выбираем триггер. И давайте чуть-чуть позже вызовем у него это событие. Выбираем вкладку Events, точнее строчку Events, да, и нажимаем добавить ключ. Нажимаем 2 раза. Мы видим, что создалось новое событие. И мы можем вытащить уже ссылку на нашего первого персонажа и у него вызвать событие Power. Давайте скомпилируем, запустим и посмотрим, что получается. То есть на 0,1 секунде у нас первый персонаж записывает себя в переменную, а уже на отметке 0.30 второй персонаж уже вызывает у него это событие. Ну и мы видим, что заспавнился этот персонаж в центре координат. Его можно перетащить куда-нибудь, куда угодно. И давайте мы у него удалим тоже Ctrl-Rig, чтобы он вернул свою анимацию. Давайте мы его поднимем, развернем и перетащим куда-нибудь сюда. Вот так это будет выглядеть. Давайте немножко сюда еще подвинем. Запускаем симуляцию. Вот теперь это вот так выглядит. То есть таким образом можно настраивать взаимодействие между акторами внутри одной секвенции. Также можно открыть редактор секвенции, нажав эту кнопку. У вас автоматически откроется окно редактора этой секвенции. И если вы уже создали event track, один или несколько, вы можете найти их здесь, щелкнув по нужному во вкладке Graphs. Либо вы можете открыть общий event graph вашей секвенции, и у него может быть свой event track. Вы можете нажать здесь на кнопку Add и выбрать у него уже свой собственный event track. Он уже независим от остальных акторов. Также можно создать здесь ключ, нажать на него 2 раза, создается определенное отдельное событие. Как вы видите, у него уже нет никаких выходных параметров, потому что этот трек, это событие принадлежит уже секвенции, а не какому-то актору. Соответственно, никаких ссылок он не возвращает. Здесь можно вывести обычный какой-нибудь print string, написать, например, sequence started, то есть уведомление о том, что секвенция была запущена. Давайте запустим ее. Вот сработал наш print string. Каждый раз, когда секвенция начинает проигрываться заново, вызывается это событие. То есть таким образом можно настроить event track отдельно у секвенции и отдельно у каждого актора, который находится здесь. А теперь давайте разберем еще один вид event track. Это уже не триггер, а репитер. У него ключи нельзя создавать ключи, потому что он работает как аналог ивентика. Если вы 2 раза щелкнете по вот этой полоске, которая появляется, у вас создается еще одно событие. И давайте попробуем также выводить какой-нибудь print string. Давайте назовем его repeater. Точнее, не назовем, а просто будем выводить это слово. Теперь, если мы запустим секвенцию, мы видим, что это событие работает как event tick. Для того, чтобы более наглядно это визуализировать, давайте создадим какую-нибудь переменную типа float. Или даже давайте integer, да? Будем увеличивать ее значение с помощью ноды increment_int и выводить ее на экран. Запускаем симуляцию и включаем. Мы видим, что у нас теперь появился своего рода счетчик, который срабатывает каждый кадр и увеличивает значение этой переменной. Точно так же можно здесь вызывать любое абсолютно событие. Можно даже сделать так, чтобы вызывать
события у других акторов, которые участвуют в этой секвенции. Ну, сейчас будет, скорее всего, выглядеть не очень, потому что вызывается это событие каждый тик, и получается вот такой вариант. Ну и, соответственно, выходит ошибка, так как на первом кадре у нас не успевает инициализироваться наш первый персонаж. Соответственно, эта переменная возвращает пустой результат и выдает ошибку движок. В том, что попытка обратиться к несуществующему свойству. Достаточно просто сделать здесь проверку на валидность, и тогда эта ошибка исчезнет. Таким образом можно вызывать любые события, но имейте в виду, что для этого нужно запускать либо симуляцию, либо запускать игру, так как большинство событий работает только в реальном мире. Если запустить сейчас, мы увидим, что не работает ни printstring, ну хотя сам по себе printstring будет работать. Точнее, мы его отключили, давайте мы его подключим. Такие системные ноды работают, printstring и так далее, да? Но если речь идет о взаимодействии между акторами, то они физически должны существовать, а для этого должна быть запущена игра. Исключение составляют частицы Ниагара, по-моему, если я не ошибаюсь. Именно частицы Ниагара можно вызывать в секвенсоре, поэтому давайте мы сейчас попробуем сделать вот такой вот трек. То есть у первого персонажа мы создадим, точнее не создадим, а даже будем просто использовать первое событие. То есть в самом начале игры мы будем его не просто записывать в переменную, а сразу же вызывать у него это событие. Да, как мы видим, частицы Ниагара тоже не работают, то есть для этого нужно запускать симуляцию. Ну и если вам интересно, вы увидите эффект на экране сейчас такой, или не увидите, да, скорее всего вы его не увидите. Но вообще я думал, что его будет видно, но да ладно. Это заготовка для одного из следующих видео по созданию эффекта замедленного выстрела, как в Матрице. То есть если сейчас попробуем запустить, скорее всего здесь из-за какой-то ошибки происходит. Давайте я попробую вернуть все как было. И должен сработать этот эффект. Возможно, нужно немножко поднять качество графики. Ну да ладно. Если интересно, увидите и так на превьюшке. Напоминаю, что я являюсь разработчиком игры в жанре хоррор. Страницы игры доступны в Steam. Если вам интересно, переходите по ссылкам в описании и добавляйте игру в виш-листы. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.